Лето, жарко, Тель-Авив. Сегодня делаем легкий плов. Существует миллион видов плова, готовят его бог знает где, и миллиарды людей кушают разные пловы от Средней Азии и до Индии. Сегодня готовим легкий плов из чуть-чуть нетрадиционных ингредиентов. Итак, приступаем. У нас два довольно жирных сорта мяса. Говядина, асаду и баранья шея. Довольно нежная часть шайтл, то есть часть вырезки. И, конечно же, курица, которая жира не бум-бум. Что мы сегодня еще используем? Лук, нарезанный полукольцами, морковка, масло, специи нам нужны будет только зира, перемолотая зира и семечки, немного кишмиша, изюма и немного барбариса. Конечно же, 2 головки чеснока, соль, перец. Приступаем. Наливаем масло из виноградных косточек, совсем немного, мы обжариваем курицу вначале. Не совсем традиционный ход, но нам она понадобится потом. Масла совсем немного для того, чтобы только вначале обжарить курицу и потом ее убрать. Она готовится гораздо быстрее, чем все остальное. Нам не нужно много масла, потому что у нас есть довольно жирная баранина и осаду говядины. Масло нагревается, в него я добавляю острых перчиков, немного ароматизировать маслом. Не самый, скажем так, традиционный ход в среднеазиатском плове, скорее индийском, но тем не менее, почему бы и нет, если уж мы жарим курицу вначале. Закладываем курицу. Добавляем кусок косточки, оставшийся от шеи, тоже обжариваем ее. Мы вытаскиваем перчики, мы не хотим очень острое блюдо. Они свою работу сделали, масло немножко ароматизировалось. Осаду. И баранину туда же, она тоже довольно жирная. Мы просто хотим вытопить жир, насколько это возможно, и поджарить, конечно же. Курица приобретает уже довольно уверенную корочку, поэтому мы ее перевернули, прожарим также с другой стороны, а потом вытащим. Убираем курицу. Достаточно ей готовиться, жариться. Мы не хотим, чтобы она развалилась. Вернется потом в конце. Такая вот красивая корочка получилась. Продолжаем вытапливать немножечко жир. Мясо у нас довольно жирное. Из мяса вытопилось достаточно жира. Я убираю мясо из казана и закладываю лук. Мне недостаточно огня, я перевожу это на более большую конфорку. Принципиально есть очень много разных видов плова, которые готовят совершенно по-разному в разных географических районах Средней Азии, ну не только, конечно же. Есть пловы, где закладывается мясо сначала, потом закладывается лук. Есть пловы, где готовят наоборот, жарят лук, а потом закладывают мясо. То, что я сделал, я объединил несколько разных пловов. Я сначала обжарил мясо по степени приготовления, то есть курица, которая готовится быстрее, ее вытащил раньше, жирное мясо вытащил потом, вытопился жир. Шайтл, который у меня здесь, то есть вырезка говяжья, я еще вообще его не готовил. После того, как поджарится лук, я заложу это
в казан. По большому счету, сейчас с этого момента будет что-то похожее на ферганский плов. Лук будет жариться еще буквально несколько минут. Моя цель его не сжечь, а только дать ему закарамелизоваться. И в казан возвращается мясо. Лук приобрел очень красивый золотисто-желтый цвет. Сейчас в казан отправляется шайтл, то есть вырезка, которую мы еще не жарили. Из нее выделятся какие-то соки, будет все замечательно. Итак, отправляем в казан мясо. Перемешиваем. Вырезка прожарилась, прошло что-то вроде 70 минут, на часы не смотрел. Возвращаем в казан баранью шею и осаду. И продолжаем жарить вместе еще минут 7. Я напоминаю, до сих пор здесь не было никаких специй, соли, перца. Сейчас самый раз добавить немножечко соль, зернышки зиры, черный перец. Перемешиваем. Самое время перевести на более нежную конфорку, и мы закладываем морковку. Соль, немного зиры. Если есть морковка, то обязана быть зира. Добавляем воды до уровня морковки. Убираем огонь на минимум и сейчас благополучно оставляем все это добро вариться как минимум на полчаса. Добавляем головки чеснока, пусть себе готовятся. У меня замечательный австралийский круглый рис. Мы его замачиваем на время, пока готовится зирвак, в соленой воде, теплой воде, что-то вроде 60-70 градусов. На килограмм риса 2 ложки соли. Абсолютно нет никакой необходимости беспокоиться о чем-либо. Рис питает себя ровно столько, сколько ему нужно. Сейчас добавляем теплую воду и оставляем его замачиваться. Добавляем теплую воду. Все перемешиваю. Рис замачивается, пока готовится зирвак, что-то вроде получаса, 40 минут. Закладываем курицу. Помните курицу в начале, которую мы обжарили? Вот сейчас мы ее вернули в зирвак. Готовится на пару еще где-то с полчаса. Пробуем на соль. Все достаточно. Зирвак почти готов. Мы промываем рис от крахмала, который мы замочили в начале. Он уже здесь успел постоять где-то с полчаса, 40 минут. И переходим к завершающему этапу. Промываем, пока вода не будет чистая, совершенно прозрачной. Вода почти что уже прозрачная. Еще один раз и можно заканчивать. Ну что, вода совершенно прозрачная. Переходим к казану. Кстати, рис пока что оставляем в воде, потому что я не хочу, чтобы он заветрился. Убираем курицу. Убираем чеснок.
Переводим казан на более высокий огонь. Это нам необходимо для риса. Нужно очень бурное кипение сейчас. Потому что если этого не произойдет, то рис просто может развалиться. Закладываем рис. И распределяем его. Жидкости у нас здесь пока достаточно, ничего не доливаем. Барбарис и изюм. Ничего страшного, кладу сейчас. Вполне вероятно, что мне понадобится кипяток, поэтому я включаю чайник. Я не знаю, сколько рис впитает воды. Абсолютно не помешает сейчас добавить немножечко молотой зиры. Рис заметно увеличивается в размерах. Влаги у нас здесь еще достаточно. Перемешиваю только вверх. Рис еще довольно жесткий. Вода почти выпарилась. Значит, что он может впитать в себя еще достаточно воды, поэтому я добавляю. Вода выпарилась. Рис практически готов. Так, большой огонь нам уже больше не нужен. Абсолютно. Возвращаем в казан курицу и переводим это все на последнюю завершающую стадию запаривания. Так, обернули крышку чистым полотенцем, закрываем. Пока рис запаривается, мы делаем салат. Плова без салата не бывает. Ачик-чучук, лук, помидоры, соль, перец, все. Так, начинаем. Нарезаем лук очень тонко, насколько это возможно. Промываем лук. Я отправляю салат в холодильник, чтобы постоял, чуть-чуть настоялся. Через минут 15-20 он будет еще вкуснее. Помидоры с луком выпустят немножко сока, и будет вообще сказка. Все готово. Открываем крышку, перекладываем блюдо. Собираем конструкцию. Курочка.
Приятного аппетита всем!